Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня хочу показать вам дизайны из ваших предложений в комментариях, которые вы мне писали под видео. Первый дизайн буду делать с помощью пигментов неоновых. Вернусь к ним. Так как было предложение в комментарии использовать пигменты и сделать, знаете, такой эффект кракелюра. И для этого я буду как раз таки использовать неоновые пигменты и акриловую художественную краску. У меня матовая, но это не имеет никакого значения. В первую очередь, для того, чтобы сделать такой дизайн, мне нужна будет остаточная липкость на поверхности. Я на черный цвет сейчас нанесу базу и просушу в лампе. Полную просушку 1 минуту. Говорю подробно, потому что у некоторых потом остаются вопросы. Итак, беру базу. Базу можно брать любую. Выкрашиваю в тонкий слой базу, без всякого выравнивания. Просто наношу тонкий слой, просушиваю и не снимаю, понятно, да, остаточную липкость с базы. Достала себе пигменты, я буду использовать оранжевый, желтый и розовый. Теперь буду наносить своей кистью, которая, кстати, не жесткая, она очень мягкая. И ей очень удобно наносить пигменты. Я буду наносить пигменты по очереди. Самое главное, наношу небольшим количеством, чтобы не создавать какой-то толщины. Прям так, как будто, знаете, втираю пигмент в подушку. Растирочными такими движениями. Розовым захожу на оранжевый, а оранжевым захожу на желтый. Готово. Дальше мне понадобится любая кисть или шпатель. Шпателем наносится толстенько, поэтому мне удобнее наносить кистью. Эту кисть я использую только с красками, которые разводятся в воде. Это может быть акварель, гуашь или акриловая краска, неважно. Главное, что в гель-лаке я ее не использую. Вот я ее хорошо промакиваю в воде, отжимаю салфетку. Открываю краску, набираю на кисть небольшое количество. Беру прямо из банки и наношу теперь на пигмент. Здесь самое главное, что наносить краску не надо толстым слоем, да. И я очень легкими движениями наношу на пигмент кисточкой, не продавливаю, чтобы не смазать сам пигмент. И теперь нужно будет подождать, чтобы эта краска высохла на штампе. Вот, все, я нанесла и жду, пока она высохнет. Итак, прошло некоторое время. Я снимаю сейчас со штампа подушку. И теперь нужно ее растянуть, чтобы краска потрескалась. Видите, она прекрасно трескается. Вот, я ее так пожамкала. И теперь я пальцем упираюсь в подушку и двумя ее растягиваю. Вот, я ее растягиваю и переношу. Чем, кстати, вы сильнее растянетесь, тем больше будут вот эти вот кракелюрные, так сказать, эффекты. И переношу на типс. Я хочу перенести частями, не полностью. Вот. И на липкий слой, понятно же, да, я переношу вот таким вот образом.
Дизайн очень хорошо переносится и получается вот такой вот кракелюрный эффект. И, кстати, одной подушки вам может хватить, если вы будете не полностью переносить на типс, на ноготь. Какими-то фрагментами можно перенести на несколько ногтей сразу. Хочу перекрыть этот дизайн матовым топом. На клиенте желательно перекрыть тонким слоем базы, чтобы была липкость, да, чтобы закрыть дизайн. А после базы уже перекрывайте любым топом, которым вам хочется перекрыть такой дизайн. Можно дополнить надписями, либо прорисовкой, стемпингом, либо слайдерами. Будет смотреться очень хорошо. Перекрыла матовым топом, и вот такой дизайн получается. Эффект кракелюра без специального лака для кракелюра. Еще мне в комментариях писали, спрашивали, как можно использовать камифубики. Покажите дизайны. Что могу сказать? Камифубики, они бывают разной формы. У меня спрашивали про опаловые. В любом случае, в целом, про них что можно сказать? Что они объемные и их используют как дополнение, как отдельный декор, да. Их используют в дизайне сверху и перекрывают топом. Они очень красиво блестят, переливаются, но у кутикулы, либо у свободного края их лучше много не накладывать и немного с отступом делать. В любом случае, такие декоры в дизайне ногтей, их нужно будет хорошо перекрыть топом, выравнивающим слоем, чтобы они нигде не торчали и не отвалились в процессе носки. Но меня попросили, я в любом случае сейчас покажу этот дизайн с использованием как раз таки опаловых камифубиков. Чтобы потом вопросов не было, я буду показывать на видео, какими лаками я сразу пользуюсь. Значит, сейчас я буду использовать гель-лак Найлика номер 112. Эти гель-лаки очень плотные, хорошо ложатся в один средний слой или в два тонких. Просыхают они тоже хорошо. Просушу в лампе. Открыла баночку с вот такими вот камифубиками и нанесла у кутикулы тонкий слой базы сейчас, и не просушивая эту базу, я выложу вот эти вот камифубики. Они очень красиво гармонируют с этим цветом. Близко к кутикуле стараюсь прям не класть. Буду выкладывать не на весь ноготь, а примерно на 1/3. И у меня между ними остается пространство, как раз таки вот у кутикулы, да, кусочек, вот здесь между ними. Я возьму вот такие маленькие пайеточки, блестящие, и также тоненько выложу их сюда. Как бы закрою вот эти вот дырочки, которые получаются между круглыми камифубиками. Они там будут прекрасно блестеть под топом, ну и заполнять пространство. Далее буду использовать Milky Top от вот этой фирмы. Можно использовать, он молочный, можно использовать молочный гель-лак, молочную базу, не принципиально. И хочу сейчас вот эту вот середину добавить молочный топ. А по краям у нас останется цвет.
И растяну с боков молочный оттенок. Сделаю плавный переход из молочного в зеленый. И частью молочного я захожу на камефубики, чтобы некоторые камефубики были, так сказать, переходили из молочного в яркий, красивый, блестящий цвет. И перекрою типс топом, глянцевым топом. Здесь можно как-то их доработать, дорисовать. Тут полет вашей фантазии. Я просто хотела показать вам, что их можно использовать не только как бы сверху, да, но что-то необычное с ними придумать, потому что в основном их только сверху выкладывают и все. И вот такой вот эффект получается, посмотрите. Мне кажется, интересно. Можно что-то здесь прорисовать, да, какие-нибудь лепесточки, сделать из них цветочки, например, или вокруг те же вензеля. Кстати, о вензелях чуть-чуть попозже я хочу вам рассказать. Был вопрос на тему, умею ли я рисовать, и сейчас мы сделаем еще один дизайн, и я вам расскажу об этой теме. Еще в комментариях была у девочки идея смешивать между собой втирки. А почему бы и нет, подумала я. И как раз давайте сейчас попробуем смешать втирки. И сделаем, конечно же, с ними дизайн. Легкий, простой, интересный, на мой взгляд. И самое главное, быстрый. Мне понадобится типс. И я взяла желтенький лачок. Это Эль Пазо, номер 95. Называется лимонный пирог. И сейчас перекрою им типс. Кисточка тут немножечко подкачала. Ну да ладно. Гель-лак наносится в 2 тонких слоя. Можно в 1 средний, просыхает хорошо. Проплешин при нанесении у него нет, хотя это пастельный оттенок, да. Нанесла и просушу. Наношу второй слой. Второй слой практически ничего не меняет, слегка делает цвет плотнее. Вот, но ложится он вообще отлично, видите? Просушу. И теперь перекрываю типс топом глянцевым без липкого слоя и просушиваю полную просушку. Смешаю между собой втирки Elite Style, розовую и серебро. Небольшое количество, мне на одну типсу много не надо, это чисто как эксперимент у нас с вами. И теперь попробую втереть ее в типс. Очень красиво, тональность розового поменялась. Он не такой насыщенный и приобретает серебряный подтон. Оказывается, втирки мешать тоже очень классно. Результат мне понравился. Смотрится симпатично. Давайте теперь его доработаем, этот наш дизайн. Я на палитру взяла себе топ без липкого слоя и тонкую кисточку. И нарисую кружок.
намечу себе кружочек. Рисую мишку сейчас, это будет голова. И фиксирую. Дальше намечу туловище мишки. Таким образом, кстати, можно рисовать кого угодно. Заек, мишек. Знаете, есть такие китайские или корейские объемные фигурки, но они создают очень большой объем на ногтях. И не всем нравится то, что они очень такие объемные. А здесь это что-то вроде такого же дизайна, только не создается никакого объема. Нарисуем ушки. Кстати, каждый этап я просушиваю, чтобы топ никуда не убежал. Дальше я буду рисовать носик и лапки. Ну, такие лапки, не лапки, просто точечками я их обозначу. Сушила я все элементы, которые выкладывала топом, и теперь сотру втирку стипса. И теперь на типсе у нас на любом цветном, да, фоне останется тот рисунок, который мы с вами выложили втиркой. Мишка, зайка, кого угодно можно рисовать, и смотрится очень симпатично. Сердечки, цветочки, все что угодно. Вот он у нас там переливается. Объема здесь никакого нет, только маленькие капельки. Очень интересный вариант. Смотрите, как симпатично. Втирку можно использовать любую. Сюда отлично подойдут какие-нибудь голографические призма, либо миражи какие-нибудь. Будет тоже очень симпатично. Рассмотрели мы с вами дизайны по вашим предложениям в комментариях. Кстати, пишите в комментариях какие-нибудь ваши идеи или предложения. Я с удовольствием посмотрю, почитаю и сниму с ними какое-нибудь видео. А теперь хочу ответить на вопрос некоторых подписчиков, умею ли я рисовать. Рисовать я очень люблю, это правда, и умею, потому что я считаю, что мастер должен уметь рисовать. Наклейки клеить умеют все, но есть такие техники, да, которыми и материалы, которыми можно делать разноплановые дизайны, которые не могут заменить слайдеры или стемпинг. Я рисующий мастер, рисовать я умею. Покажу вам очень-очень маленькую часть своих дизайнов, потому что здесь не хватит дня, если я вам буду всех их сейчас показывать. Например, я умею рисовать вензеля. Вот, пожалуйста. И у меня их очень много. Я умею рисовать китайскую роспись. И у меня ее тоже много. Я умею рисовать флористику. Это художественная роспись ногтей. Покажу поближе. Я умею рисовать животных, насекомых, тонкие линии. Ответ на вопрос людей, которые этим интересуются. Еще рисую я давно, и я являюсь сертифицированным инструктором именно по дизайну ногтей. Я не преподаю маникюр, но у меня есть свои авторские онлайн-курсы по дизайну ногтей. Покажу вам некоторые из них. Это мой авторский курс, называется Berry Fruit.
Это содержание курса. Все эти фрукты, ягоды рисуем на курсе. Зимний курс интересный, тоже мой авторский курс. Здесь мишки-зайки, техники как раз-таки со совмещением камифубиков и стемпинга. И зимние текстуры, эффекты льда, глубокие текстуры, которые смотрятся очень эффектно, красиво. Кстати, рисуется этот курс очень быстро. Он подойдет как начинающим мастерам просто с нуля, так и для мастеров среднего уровня, которые умеют рисовать, допустим, только тонкие линии. Потому что все-таки они здесь в некоторых моментах будут нужны. И чем тоньше вы их умеете рисовать, тем лучше ваши дизайны получатся. Еще у меня есть курс «Зимняя сказка». Здесь сказочные персонажи. Здесь я показываю на этом курсе различные фоны, быстрые фоны для дизайнов. То есть можно их дополнить не обязательно так, но основа фонов делается очень быстро. Я это все показываю и рассказываю. Это тоже мой авторский курс. На данный момент мои курсы можно найти ВКонтакте, в моей группе ВКонтакте, ссылка в шапке профиля. Там можно посмотреть мои курсы, прочитать о них, точнее, подробную информацию. И приобрести их можно, написав мне в личные сообщения. Поэтому, если кому-то будет интересно, переходите, читайте, смотрите, пишите. Всегда всем буду рада, всем отвечу. У меня сегодня на этом все. Буду завершать свое видео. Я желаю вам творческих успехов, творческого вдохновения, побольше интересных дизайнов. И, конечно же, увидимся снова. Пишите обязательно комментарии. Спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры. И если вам интересны мои видео, не забудьте подписаться и нажать колокольчик. Всем пока!